О, нет! На островах чума, парень! Ой. О, стоп! Действительно, это кто? Эй, вы! Ни шагу дальше! Эй, Лолошка, ты видишь, в чем они? Да, я вижу. Борис, а верить-то им можно? А, ну Фара, обижаешь. Эй, я не понял! Выход на улицу в такое время запрещен! Фух, плывем на Шахтерские острова. Дамы и господа, теперь официально. Встретим ли мы там Синдбада, найдем ли мы огни, узнаем, надеюсь, уже в этой серии. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка, добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы плывем, причем, как вы можете заметить, плывем очень быстро. Стоп. Ну черт, Уже ну не за так что? быстро. Ну почему сейчас-то? За- Ну зачем? Что такое, турист? Лолошка, плохи у нас дела. О, не-не-не, только... Нет, стой, давай не о плохом, у меня тут это, приветствие еще не закончилось. Так вот, дамы и господа, мы хоть и плывем, но плывем не абы куда. Мы плывем на Шахтерские острова. С этим местом у меня связано вполне себе четкое задание. Поиск огня. Синдбад дал мне карту, на которой обозначены какие-то Шахтерские острова. Он считает, что там хранится один из огней. И как мне теперь туда добраться? В целом мы уже порешали этот вопрос. Бурис, здорово. Но такие вопросы по типу как найдем ли мы там кого-то или найдем ли мы там что-то, это хоть и уместные вопросы, но я не вижу смысла гадать, потому что скорее всего мы ответы узнаем прямо сейчас. Давай, Бурис, рассказывай, что у тебя там плохого. Ой-ой-ой, парень, ты для начала хотя бы поспал-то? Надеюсь, что да. Короче, в бухте перед портом вывешено черное полотно. О, нет! На островах чума, парень! Эй, друзья, простите, что подслушиваю, но, Бурис, тебе не кажется, что это все как-то странно? А? Сдерик, ты это о чем? Я просто хоть и не был ни разу свидетелем чумы в городе, но я много читал об этом. И везде пишут о том, что для предотвращения распространения болезни трупы сжигают. Так, и что? О, ну как это что, Бурис, ну неужели ты не понимаешь? Когда мы подплывали почти вплотную к островам, ты сам-то видел хотя бы один костер. О, они там либо уже все вымерли, или все заражены, или да они... не мямли ты, или что? Или никакой чумы там на самом деле нет. О, Сдерик, ты че, серьезно сейчас, а? На какой тогда им вывешивать черное полотно, а? На шахтерских почти ничего не выращивается. Вся еда поступает через порт. Если никто не приплывает, они там все без еды сидят вообще-то. Ты что, думаешь, они просто так решили перестать пускать корабли, да? Ну, Бурис, так вот именно. Что может заставить жителей бедных островов обречь себя на голодную смерть, а? О, парень, успокойся, не знаю я. И прекрати выдумывать. Я уверен, там просто чума. Нам всем нужно возвращаться назад. Эй, Лолошка, ну ты-то согласен, что это странно? Мы должны проверить, что не так. Так, давайте еще раз, факты. Черный флаг означает чума. Сама чума равно много смертей, но если это самое-самое начало чумы, то понятно, почему там нет костров. Что у меня тут есть? Сдерик, чаще всего самый очевидный вариант оказывается правдивым. Скорее всего, там действительно чума. Если на островах не чума, это даже хуже, ребята. Вернемся сюда через пару недель. Нет! Нет, пожалуйста, нет. Какие пару недель? Я не буду это нажимать. Ребят, мне кажется странным, что чума началась именно тогда, когда мы решили сюда отправиться. Сдерик прав. Но я не думаю, что у нас что-то прям плохое произойдет, если мы подплывем чуть-чуть поближе, поэтому Сдерик прав, да. О, да. Ну, вот видишь, Бурис, вот видишь. Ох, хара. Хорошо, что здесь хотя бы не вы решаете. Ладно, согласен. Надо спросить о Кетру. Так, а где? Да, ребята, вы такие горластые. Я все слышала, Сдерик. Можешь не повторять. Ой, а вообще, есть у меня для вас одна история. История? В общем, когда я была маленькой девочкой, я застала эпидемию чумы в небольшой деревне. Черный дым от костров, казалось, заслонял собой небо. И ты, Бурис, должен был бы сам об этом знать. Леди, вы простите, конечно, но черное полотно, это черное полотно. Во все времена оно означало только одно — болезнь. Я готов рисковать ради вас своей жизнью, но рисковать вашей... Но оставь эту болтовню, Бурис.
Тут явно что-то не так. И мы выясним, что... Но... Ладно. Может быть, хотя бы вечера дождемся, а? Если вы правы, то нам лучше проникнуть на остров незамеченными. Вы как, согласны? Да! Наверное, мне в целом вообще плевать. Я в любом случае хочу туда. Ну вот и хорошо. Вечером так вечером. О! Хе, вечером действительно. Так, сюда пошел процесс. Стоп, что? Это не вечер! А, настолько много поплавать придется, серьезно? Но мы же вечером приплывем, да? Итак, слушай меня внимательно. Как только видим первого заболевшего, тут же возвращаемся назад. Всем все понятно? Если кто-то заболеет, лично выброшу за борт. Это касается всех. Даже вас, леди. Да поняли мы уже, поняли, Бурис. Идем. Ну, черт. Я тут неплохо ориентируюсь, кстати. Плюс тут неподалеку живет мой друг. Чтобы не привлекать лишнего внимания, можем остановиться у него. Ну вот, наконец-то хорошие новости. Пойдем. Леди Акетра, видимо, еще не понимает, что такое болезнь и чума. Ой. Эй, кто это? Действительно, это кто? Эй, вы! Ни шагу дальше! Я знал, что произойдет что-то плохое. О нет. Абди, тихо. Эй, Лолошка, ты видишь, в чем они? Да, я вижу, я вижу. Олухи, вы что, слепые, что ли? Не видели огромное черное полотно? Или вам, может быть, жить надоело? Мистер, мы просто не увидели нигде чумных костров. Поэтому хотели уточнить. Уточнить. Вы кто такая, леди? Вы что, какая-то большая специалистка по чуме, да? А ну-ка, нечего мне хамить. Вы сами еще даже не представились. Вы, кажется, не совсем понимаете происходящее. На островах эпидемия. У вас есть всего два варианта. Либо вы сейчас убираетесь отсюда, либо мы убьем вас. Да, мы не можем допустить, что вы потом как-то сбежали и заразу разносили. Эй, это все звучит слишком подозрительно. Да ты че, серьезно? Ты не слишком ли много на себя берешь, а, Абд? Может, у вас в Нарфане с Абдом разрешено так разговаривать? Да только у нас на островах все намного строже. О, и наконец-то я могу что-то сказать. Сюда! Так, что тут у нас? Солгать. Мы не хотим проблем, мы сейчас же уберемся отсюда. Так, а что это? Вообще-то мы были присланы Тойфетуном. Вас должны были предупредить. Ну, не знаю, блин. Вообще, если мы это скажем, они нас пропустят. Как бы, вы понимаете, да, что за маски на них? Это те самые маски из тайного общества Тойфетун. Запугать. Эй, хватит болтать! А ну сейчас же объясните, что здесь происходит! Ну второе точно нет, да? Третье, это хороший вариант, но проблема в том, что у нас нету масок. Они, скорее всего, словят нас на том, что мы лжем, ибо масок нет, понимаете? Да и при всем при этом другие мои члены команды тупо не поймут, о чем я. Так что придется выбирать запугать. Хватит болтать! Сейчас же объясните, что здесь происходит! Да? Ты погляди, еще один наглец, а? Простите, леди. Но мы это так просто не оставим. Вашему Абду придется умереть. А! Нет! Ну, ребята, ну у меня меча даже нету! Давай. Бляха! Так, ладно, много наносите урона. Давай. Тихо. Ну, кстати, нормально. А! Отравление? Чего? Так, ладно. Тихо, молодые. У меня просто Сейчас нету ты у меня меча, получишь. понимаете? А, не, топором могу бить. Все хорошо. Кыш. Топор, кстати, очень много сносит, и это прям приятно. Но! Хе-хе. Так, остается этот. Пошел. Все, ребята, разобрался. Вот это да. О, Мой Лолошка. вот это... Ну, блин, Лолошка, ну дела, а? В одиночку победил обоих, ты погляди. А ты, блин, маски уже все в крови. Такую не использовать. Ну а чего ты стоишь-то? Давай, помоги мне. Ого. Накричал на Буриса. Ну давай, взяли. Ой. Ой-ой-ой-ой. Раз, Не, да ладно. 2, 3. Сюда. Вот Так, здесь вот зыбучие этого пески. взяли. Блин, прикольно. Раз, 2, 3. Капец. Как будто ничего и не было. Кстати, я не задумывался даже о том, сколько в зыбучих песках может быть трупов. Это же по факту так и есть, если Это даже... все неправильно.
Великая Кнеф Мтити, примите Лаэти, не гневайся на Лолошку, даруй этим душам упокоение. Уф. Абди в своем репертуаре. Кстати, давайте пока что... Эй, Абди, пойдем. Нет, 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 простите, но я не пойду. А, Не понял? Это еще почему? У меня нет опыта в битве. Я слаб, и я ничего не знаю. А еще я очень боюсь. Прошу, разрешите мне остаться на корабле. Акетра, это как бы скорее, ну, ты решаешь, да? Ай. Ладно. Да, конечно, Абди. Оставайся. О, благодарю. Ладно. Слушай, если будут какие-то вопросы, обращайся к команде. Они у меня, ребята, дружные, помогут. Да, спасибо, Борис, спасибо. Вот так вот, то есть все это время можно было просто сказать «я не хочу»? Черт, блин, ребята, а остальные-то как? Все идут, а? Да, получается, да. Я пишу. Ну, слава богу. Значит, идем. Угу, Абди останется. Вот что-то мне подсказывает, что... Лолошка, Сдерик, у меня вопрос. Маски, которые были на тех людях, это то, о чем я думаю? Так, короче, во-первых, я хочу сказать то, что Абди, скорее всего, не зря остался на этом корабле. Возможно, это как-то стрельнет в будущем. А во-вторых, по поводу масок, ну, наверное, да. Это те самые маски. Про Салмана Муджалида мы ей рассказали. Стоп, подождите. Вы что-то знаете о масках? Да. Такие маски носят участники тайного общества, которое называется Тоефетун. Мы один раз уже видели со Сдериком людей в таких же масках. В Нарфонисе. Да нет, ребят, вы чего? Это, наверное, особые маски от чумы? Вот, но это я точно не нажму. Думается мне, самый нормальный нейтральный вариант это просто сказать, что мы подобных людей уже видели. А про Тоефетун пока не говорить. Ну мало ли ханзиров разгуливает по улицам города. Сейчас бы каждому идиоту внимание уделять. Пойдем. Да, и правда. О, какой-то чел сидит. Бездомный. Так, отойдите немного, а? Люди тут очень недоверчивые. Что там такое будет? Эй! О, бога ради, кто там? Фара, открывай! Это Борис! Да неужели? О, Борис, дорогой мой! Как я рад тебя видеть! У нас тут такое творится, ты не поверишь! Да, слушай, Фара, пусти, пожалуйста, моих друзей, а? О, Здравствуйте. эй, Он Борис, подмигнул? а верить-то им можно? Ну Фара, обижаешь. Эй, я не понял! Выход на улицу в такое время запрещен! Кто это там гуляет, а? Черт, быстрее, заходите, скорее! Давай быстрее. Давай, скорей. Быстрее, Ну не быстрее. толпитесь Окей, же. понял, давай, ребята, заходим. Открываем. Да. Чё, реально вот такой домик? А, там еще проход. Ну, так, ты сказал, что у вас что-то происходит? Давай, рассказывай. Как некрасиво, Борис. Ну неужели ты даже не познакомишь меня со своими друзьями? Я ведь даже не представляю, кого пустил к себе домой. Я леди Акетра, служительница Хетентепа, а со мной мои абды, Сдерик и... Лололошка. О, Здравствуйте. так, с Дерек и Лолошка. Леди Акетра, очень-очень приятно. Я, правда, не понимаю, чем же заслужил такой холодный тон в свою сторону. Ну, ребята, давайте так, теперь, когда вы познакомились, рассказывай, Фара, что происходит. Ну, чего молчишь? Ладно, бога ради. Слушай, Борис, давненько ты у нас не был-то. Все началось пару месяцев назад, когда в нашу тихую деревеньку прибыл какой-то ментат или симпат. Я понял, Синдбад. Да, точно, Синдбад. Мы все были удивлены. Обычно все пытаются, наоборот, поскорее уплыть отсюда. Но он себе жил спокойно, никому особо не мешал, по вечерам ребятню нашу развлекал. В общем, привыкли мы к нему, а через несколько недель приехали эти в масках. Заняли шахту, туда теперь никого не пускают.
Люди не могут работать, Борис, представляешь? О, и в то же время этот ваш симпат, хра ему в лицо. Пропал, будь он не ладен, пропал! Не знаю, в чем дело, Борис, да вот только через несколько дней в порту вывесили полотно. Нам ничего не говорят. Покидать острова строго запрещено. Продовольствие вроде подвозят, но на каких-то странных кораблях. Я таких никогда раньше не видел, Борис. Ох, черт. Стоит ли говорить, что ни о каких болезнях здесь речи не идет? Ну вот, видите, я же говорил. Установили тут свои порядки эти масочные. Причем строгие-строгие. После 9 из дома выходить нельзя. Если оказался на улице, по абсолютно любой причине. Казнь. Попытаешься сбежать с острова. Казнь. Задаешь много вопросов, Борис. Ну, в общем, суть вы все уловили. По старой дружбе, Борис, я дам вам место, конечно. Но если в дом кто-то придет, будете прятаться в подвале. И знаешь, корабль я бы на твоем месте отогнал куда-нибудь, если ты в порту его оставил. Ну понятно. Большущее тебе спасибо. И знаешь, дружище, я тут чаю твоего привез. Твоего любимого. Ты заваришь нам всем? Пожалуйста. Ох, конечно, Борис, конечно. Да уж, не знаю, что это за бандиты такие, но дела плохи, очень плохи. Если они тут все настолько в своих руках держат, к утру уже все будут о нашем присутствии знать. Либо действуем сразу, либо убираемся отсюда. Бездействовать точно нельзя. Слушайте, этот Фарах мне не нравится. Я бы предпочла не оставаться в любом случае. Судя по его словам, нам нужно пробраться в шахту. Ребята, а что насчет Синдбада? Он с ними в сговоре, как думаете? А чё, Фараху прям не надо доверять, да? Я что-то подумал, ну нормальный малый. Видимо, Борис все-таки лучше его знает, поэтому пошел заварить чай, попросил его. Так. Вот, это очень важный, я понимаю, выбор. Либо мы остаемся, либо мы уплываем, да? Но шахты, что насчет шахт, Акет рассказала? Синдбад есть в списке. Думаю, его поймали и держат в заложниках. Кстати, хорошо звучит. Сдерик, нам сейчас не о Синдбаде нужно думать, а о себе. Он мог быть их информатором. Сначала появился он, а потом остальные. Не, я не думаю, что Синдбад такой. Но, в общем, я нажму, наверное, вот это. Думаю, его поймали и держат в заложниках. Понял. Тогда мы должны спасти его. Давайте так. Я сейчас иду на корабль, предупреждаю команду и Абди, кину якорь где-нибудь с другой стороны этого острова. А вы пока сходите на разведку в шахту, чтобы не терять время зря. Я к вам присоединюсь чуть позже. Согласны? Да? Да? А, да. Ну, вот тогда и порешали. Пойдем. А Фара? Типа ты его настолько за лоха держишь, я не понял. О, там кто-то был! Там... Ну вот, друзья, вот ваш чай. Как всегда. Зато весь чай мой. Действительно. Ну, вам туда. Не заблудитесь, думаю. Только, ребята, постарайтесь не умереть, пожалуйста. Я быстро. Ребят, вот что мы уяснили главное. Нам нужно быть предельно осторожным. Акетра, вы уверены, что не хотите остаться у Фараха? Да? Сдерик, ты сейчас серьезно? У этого сального толстяка? Да нет уж, лучше умереть. Ладно, пойдемте. Если Лулошка прав, нам нужно спасать Синдбада. Интересно, что им понадобилось в этой шахте? Не понимаю. Это должно быть что-то очень важное, раз они устроили вокруг такое представление. А может ли быть такое, что теория Синдбада про то, что здесь есть огонь, это правда? Сдерик, сейчас есть только одна правда. Нам нужно быть максимально осторожными. Следите, чтобы вокруг никого не было. Ой, блин, хорошо, что есть запрет на выход из дома. Мы любые шаги легко услышим. Да, и проблема в том, что кто угодно также услышит наши шаги. Слушайте, мне кажется, это здесь. И вообще ни одной души? Сдерик, может быть, мы ошиблись? Да нет. Вон, посмотрите. Кажется, внутри кто-то есть. В любом случае, Сдерик, стоять здесь опасно. Внутри хотя бы можно спрятаться. О, блин, только сейчас поняла. У меня мурашки.
Пойдем. Так, подожди, а как? Мы обойдем? Я думал, мы вот туда. Стоп, куда мы идем в итоге? Я не понимаю. А, вниз. Ну да. Сдерик сказал то, что там кто-то может быть, да? Так. Так, ребята, нам нужно пробраться глубже. Так, получается, находим Синдбада, вытаскиваем и сваливаем отсюда, правильно? Да, при условии, что он не предатель. Но как нам незаметно пробраться мимо стражи? Что там? Сейчас я Ой. Ребята. Бегите! Большущее спасибо за то, что посмотрели данную серию. Ребята, если вам нравится смотреть сезоны на этом канале, а особенно если нравится смотреть 13 огней, и уж тем более, если вы хотите поддержать нас, то не забывайте про лайки, подписки, а также про наш собственный мерч-магазин мироходец.ру. В магазине предложены официальные товары, каждый из которых создавался лично с моим участием. Поверьте, к каждому товару я так или иначе приложил свою руку. Ваши лайки, ваши подписки и ваши покупки — это громадная поддержка всего проекта. Поверьте, мы развиваемся огромными шагами и не собираемся останавливаться. Но за это благодарить можно только вас. Еще раз спасибо, пока!